Я боюсь, что ты поедешь лохматым. Хотя я могу косичку тебе завести, хочешь? Вот так, на такой высоте. Да. Нормально? Удобно? Короче, если у тебя будет дедакшн падение, я тебя ругать не буду. Еще можешь одну резиночку сделать? У нас надежно. Чтобы был шанс двумя резиночками упасть. Ну что, я сейчас резинку прилачу просто к его волосам. Я знаю точно. До Милана. До Милана. Все равно тебя ничем не испортит. Да, это как бы. Даже тренерские ручки тебя не испортят. Мне кажется, я справилась. Чуть-чуть переживал, сам старался себе представить, что это Олимпиада уже, и нужно максимально точно все сделать. Вот. Ну и соревнование такое для Академии было очень непривычно. Вот и вас видеть, и аккредитации, там, спонсоры, представления перед 6-минуткой. Получилось как будто прям вот такое соревнование очень важное. И было немножко волнительно, но я с этим справился. Ну, для меня это очень важно, потому что у меня, когда старты идут более-менее подряд, я к ним быстро привыкаю и уже катаюсь как на тренировке. Мне ничего не мешает, только наоборот, я завожусь и с большими силами, с большей уверенностью, с большим таким представлением делаю все. А когда перерыв, то я начинаю забывать, каково это прыгать прыжки на публике, на выступлении, когда у тебя там одна попытка проката, как себя подготовить, это у меня очень быстро забывается, поэтому мне нужно постоянно держать себя в соревновательной форме. Почти все то же самое, ты там, тот же самый распорядок дня, ты пришел на тренировку, отдохнул, размялся, на 6-минутку пошел. Принцип один и тот же. Все твои действия ничем не отличаются. Единственное, что ты в голове у себя можешь держать, что вот это определяющий старт, который там, твою карьеру определит, или просто проходной. Вот. Но можно на этом не зацикливаться, а думать о своих элементах, что я, в принципе, делаю. И, как мне Тамара Николаевна вчера сказала, вот бортики, которые стоят, в уме их так продлить высоко-высоко, и как будто ничего нету, только ты на льду, и тогда уже получается совершенно идентичная ситуация. Буквально в это воскресенье как раз делал такую 6-минутную разминку и прокат. Но на тренировке это вот уже, конечно, не совсем то. Ты потому что чувствуешь себя как дома, на своем катке, там все свои лица знакомые, и нету совершенно никакого волнения. Но помогает ты хотя бы проверить, что ты за 6 минут можешь себя подготовить для проката. Сейчас пока чувствую прилив энергии положительный,
у меня становится больше сил, больше желания, я могу больше прокатать программу, больше потренироваться. Вот. И на самом деле в таком состоянии нужно быть аккуратным, потому что легко перестараться, перетренироваться, и это может плохо сказаться. Поэтому нужно себя по количеству в таком, когда ты настроении, ограничивать. Но вообще это хорошо, потому что элементы гораздо лучше получаются. Главное, тебе ушки не набить, ладно, а то ты музыку не будешь слушать. Было тяжеловато, но в целом я доволен, то, что получилось с этим справиться. Эти соревнования были не те, к которым я прям готовился. Обычно перед соревнованиями за неделю я убираю нагрузку, чтобы чувствовать себя легко, свободно. А тут наоборот, сейчас они выпали на ту неделю, когда я больше всего тренируюсь. Но несмотря на то, что было тяжело, я доволен, то, что все получилось, все сделал. И это хороший знак. Ко всем важным соревнованиям я сначала потихоньку увеличиваю нагрузку, оттачиваю сначала элементы, чтобы они получались стабильно, потом, вот как сейчас, начинаю программу много катать, в этот момент становится тяжелее всего. И на последнюю 1,5-2 недели потихоньку убираю объем и в поддерживающем режиме начинаю все делать, только уже работая на психологическую, эмоциональную уверенность. 2 подхода есть, мне кажется. Первый — делать все всегда идеально заходить, идеально выезжать, чтобы была уверенность, что ты обязательно все сделаешь хорошо. Ну и второй подстраховочный вариант — это даже если что-то не получается, как-то плохо заходишь, все равно суметь вытащить, чтобы знать, что даже если что-то идет не так, какое-то состояние не то, на заходе где-нибудь споткнулся, все равно ты в любом случае сделаешь все. Очень вовремя Олимпиада, не хочется ее не приблизить, не отдалить. Да, предвкушаю момент и готовлюсь к нему, и жду. В общем, все вкупе. Рациональные, умные тренеры меня окружают. Они знают, что я и сам вполне ответственный, знаю, что меня ждет. И сам целеустремленно могу тренироваться, поэтому они меня так не перегружают, так планомерно готовят, поэтому все очень сдержанно и как надо, по правилам всем подхожу к турниру.